Друзья, всем привет! У нас с вами недавно вышло несколько видео, которые вы очень хорошо смотрите. Первое про самый безумный инцидент в сфере кибербезопасности с участием искусственного интеллекта, а второе про то, как ИИ теперь оставляет метки в своих собственных текстах. И если вы зайдете в комментарии под этими видео, вы увидите очень странную картину. Там много недоверия, там страх, там восхищение, ну и там люди спорят друг с другом до хрипоты, а еще там постоянно, снова и снова всплывают скрепки. Обычные канцелярские скрепки. Так вот, практически все, о чем мы с вами говорили в тех видео, уже было однажды собрано в одном тексте. Одним человеком. И случилось это за 2 дня до того, как вышел самый первый чат GPT. И сегодня мы с вами эту историю разбираем. Начать я хочу с одной сцены. Ноябрь 22 года, Техас. Обычная университетская аудитория. Лекцию только что закончил человек по имени Скотт Ааронсон. Это один из самых известных теоретиков информатики в мире, специалист по квантовым компьютерам. Он полчаса рассказывает студентам страшные вещи про будущее искусственного интеллекта и про то, что необходимо помечать тексты, которые создаются, и идут вопросы из зала, и встает один студент. Он спрашивает буквально следующее. Слушайте, а вы не могли бы отложить запуск вашей системы пометок текста до мая 26 года? Ааронсон спрашивает, ну а почему до мая? Студент отвечает, ну просто я к тому времени как раз выпущусь. Аудитория, естественно, смеется, смешная шутка, все довольны, лекция заканчивается. Так вот, сейчас на дворе август 26 года, май уже прошел, студент свое уже получил, и все случилось именно так, как он просил, но по причинам, о которых не догадывался ни он сам, ни человек, который стоит на сцене в этот момент. Пару недель спустя Ааронсон выкладывает расшифровку этой лекции у себя в блоге, 28 ноября, а 30 ноября, то есть через 2 дня, компания OpenAI открывает публичный доступ к маленькому чат-боту, который называется ChatGPT. Ну а дальше вы знаете, за 2 месяца 100 миллионов пользователей. Самый быстрый рост продукта в истории и мир, в котором мы с вами сейчас живем. 48 часов между этим текстом и началом всего. И тут внимание, Ааронсон на тот момент работает внутри OpenAI. И в самом начале лекции он произносит фразу, мимо которой очень легко проскочить. Он говорит, несмотря на название, OpenAI не то чтобы 100% открытая компания. Поэтому есть темы, которые мне обсуждать нельзя. Например, на что способны самые свежие системы и снесет ли людям крышу, когда их выпустят. И вот что мы сегодня с вами будем делать. Этот текст, он большой, это расшифровка целой лекции, на самом деле капсула времени. Человек, который сидел внутри OpenAI и видел то, чего не видел никто снаружи, взял и перечислил все еще тогда. Все опасности, которых он ждал, все 8 способов, которыми человечество может попробовать удержать искусственный интеллект в узде. И вот сегодня, 4 года спустя, мы с вами пройдем по этому списку как по карте. Пункт за пунктом, и на каждом будем ставить отметку. Сбылось, не сбылось, или сбылось так, что лучше бы и не сбывалось. Потому что там есть минимум 2 вещи, которые попали в цель настолько точно, что становится немного не по себе. И обе эти вещи произошли буквально этим летом. С вас подписка там внизу, оставляйте какой-нибудь осознанный комментарий, ну и, естественно, лайк, если формат заходит. Ссылка на первоисточники, на пруфы в бесплатной телеграм-группе. Если только стартуете в теме искусственного интеллекта, вам к нам в про-сообщество. Ссылка тоже внизу. Ну, погнали дальше. Сначала пару слов про самого героя, потому что это важно. Скотт Ааронсон не человек из индустрии. Он академик до мозга костей. Всю жизнь занимался квантовыми вычислениями и теорией сложности. И весной 22-го он берет отпуск в университете и уходит в OpenAI. Ему предложили просто подумать, а что теоретическая информатика вообще может сделать для безопасности искусственного интеллекта? И вот он полгода там сидит, надо понимать его состояние. Он сам в лекции говорит, мне немного неловко читать вам лекцию про безопасность, и я в этой теме всего 5 месяцев. Человек честно признается, что он новичок, и одновременно он один из немногих людей на планете, кто в этот момент своими глазами видит, что там варится внутри. Начинает он свою лекцию с признания, которое, реально сейчас выглядит как такая черная комедия. Он говорит, вообще-то я собирался оформить эти мысли как эссе для конкурса, а конкурс проводил фонд FTX Future Fund. Крупнейший спонсор в исследованиях безопасности в ИИ. К сожалению, этого фонда больше не существует. Его основатель за пару суток из миллиардера превратился в фигуранта одного из крупнейших финансовых скандалов десятилетия. Вот с этого все и начинается. Человек выходит рассказывать, как удержать под контролем сверхразум, и первое, что он вынужден сообщить залу, что финансирование только что закончилось. Вот это ощущение запомните, потому что мы к нему еще попозже вернемся, там уже будет не так весело. Дальше он переходит к главному вопросу. И вопрос звучит так. А что будет, если просто продолжать увеличивать
увеличивать масштаб, несмотря ни на что. Тут он вспоминает историю, которая, мне кажется, самой честной из всего этого текста. В 90-е был такой футуролог Рэй Курцвейл, и он все время таскал по конференциям один и тот же график. На графике рост вычислительной мощности компьютера, экспонента, уходящая вверх, а поверх нее он отмечал точками. Вот столько операций в секунду делает мозг комара, вот столько мозг мыши, а вот столько мозг человека. И говорил, смотрите, годам к 20-25 линия компьютеров пересечет линию человека. И тогда интеллект просто сам собой возникнет из количества связей. А Аронсон вспоминает, что он тогда подумал, цитирую практически дословно, это самая тупая мысль, которую я слышал в жизни. Ну потому что с чего вдруг? Если у вас есть штука, которая работает плохо, и вы умножите ее на миллион, вы получите помноженную на миллион штуку, которая работает плохо. Это так всегда устроено. И вот, говорит Аронсон, в 22 году мы здесь, и кажется, что Курцвейл был гораздо правее, чем мы все ожидали. И вот дальше начинаются конкретные предсказания. Давайте вместе с вами посчитаем совпадения. Первое. Он говорит, если бы вы спросили любого человека в 60-е, вам бы ответили, что роботы сначала заменят физический труд, потом математику и науку, и уже в самом конце, может быть, дотянутся до вершин человеческого творчества, до живописи, до поэзии, до музыки. А получилось ровно наоборот. Дословно, я бы, наверное, не советовал своим детям идти в коммерческие иллюстраторы, и это ноябрь 22-го. Ну а давайте посмотрим на рынок иллюстрации сейчас. Второе. Он говорит, труднее всего дается физический мир, поэтому сантехники и электрики — это, возможно, последние профессии, которые автоматизируют. Тоже попадание, причем мы с вами это наблюдаем каждый день. Третье, и вот тут самое смешное. Он говорит, если сдать эссе, написанное GPT, то оно получит 4 на большинстве курсов. Мы уже с вами оказались в мире, где студенты очень сильно соблазняются писать курсовые нейронками. Друзья, напомню, он писал это буквально за пару суток до выхода первой версии чата GPT. Но было и то, в чем он ошибался, и это тоже интересно. Он говорит, возможно, главным ограничителем станут данные. Мы уже скормили этим моделям почти весь открытый текст интернета, брать больше неоткуда. Остались YouTube, TikTok, Instagram, но не факт, что от них модель станет умнее, а не наоборот. Так вот, интернет действительно закончился. Стену действительно нащупали, только обошли ее не так, как он думал. Модели начали учиться на данных, которые генерируют другие модели, и на длинных цепочках собственных рассуждений. Проблема была реальная, а решение пришло со стороны, откуда ее не ждали. Это, кстати, повторяющийся сюжет всей нашей истории. Запомните эту мысль, она нам еще пригодится. А теперь та часть, ради которой мы затеяли этот рассказ. Аронсон объясняет студентам, что в мире безопасности и существуют два лагеря, и они друг друга терпеть не могут. Лагерь первый — это те, кто говорит, главная проблема в том, что нынешние модели воспроизводят предвзятость, bias, который была в их данных, и что корпорации будут использовать их, чтобы стать еще богаче. Второй лагерь говорит, ребята, вы вообще не о том. Главная проблема в том, что искусственный интеллект станет сверхразумом и убьет всех. И вот у второго лагеря есть своя главная притча. Та самая притча про скрепки. Она звучит так. Представьте, что вы поставили сверхразумный ИИ управлять фабрикой канцелярских скрепок. И дали ему одну задачу. Делай как можно больше скрепок. Он не злой, он вас не ненавидит, он просто делает ровно то, что вы его попросили. И поскольку он умнее вас, он довольно быстро соображает, что скрепок будет больше, если превратить в скрепки все вещество Солнечной системы, включая вас. Вы говорите, ну так надо было ему сказать, чтобы он этого не делал. Ну отлично. А сколько еще вещей вам нужно не забыть ему запретить? Вот в этом и вся суть. Достаточно одного человека, который забыл проговорить одну очевидную вещь. Вот в этот момент, в 22 году, эта притча звучала как анекдот для киков. Ну какие скрепки, о чем вы вообще? Друзья, держитесь. 9 июля 26 года компания OpenAI запускает у себя внутри обычный тест. Он проверяет, насколько хорошо их модели умеют находить уязвимости в программах. Есть специальный набор задач, почти 900 реальных дырок в реальном софте, на них модели натаскивают. Чтобы тест был честным, у модели специально приглашили некоторые защитные ограничения и заперли ее в изолированной песочнице без доступа в интернет. Все как положено. Через 4,5 дня выяснилось следующее. Агент из песочницы вышел, он нашел неизвестную никому дыру в служебном прокси, через который в песочницу прогружались библиотеки. Сцепил 9 уязвимостей в одну цепочку и оказался в интернете. Оттуда он добрался до инфраструктуры Hugging Face. Это крупнейшая в мире площадка, где лежат открытые модели и датасеты. Взломал ее, прошел во внутренние кластеры. Всего он совершил около 17 600 отдельных действий. 16 июля Hugging Face объявили о взломе. 21-го OpenAI признались, что взломщик — это они, точнее их собственная модель. И вот теперь самое главное. Зачем он это делал? Он не хотел никому навредить. У него не было злого умысла. Это подтверждают обе компании. Агент, пока проходил тест, догадался, что эталонные решения к его экзамену, скорее всего, лежат где-то на серверах Hugging Face, и он пошел туда красть. Друзья, это списывание.
Ему сказали «получи максимальный балл». Он получал максимальный балл самым эффективным из доступных ему способов. Ровно так, как в притче про скрепки, слово в слово, только вместо скрепок очки за тест. Про этот инцидент мы уже рассказывали вот тут в этом видео, там много подробностей, посмотрите его. И вот потом, когда открываешь этот текст 22 года и видишь там ту же самую притчу, ну, честно говоря, становится чуть-чуть не по себе. Потому что 4 года назад это было мысленным экспериментом для философского семинара, а в июле 26-го это стало отчетом об инциденте с номерами уязвимостей. И тут надо сказать вот что. В той же лекции Аронсон говорит фразу, которую я просто не могу теперь развидеть. Он рассуждает, на какой сценарий вообще стоит закладываться, и говорит, скорее всего, прежде чем появится ИИ, который успешно спланирует убийство всех людей за секунды, мы сначала получим ИИ, который попытается и окажется в этом деле полным неумехой. Так вот, он ошибся ровно наполовину. Мы действительно сначала получили тренировочную версию, только она оказалась совсем не неумехой. Она скрыла 9 неизвестных уязвимостей за 4 дня, но при этом была просто направлена не туда, куда надо. И это, если честно, мне кажется, более неудобная новость, чем то, что было описано в тексте. Ладно, возвращаемся к нашей карте. Аронсон перечисляет 8 дверей, 8 подходов к тому, как вообще можно удержать очень мощный ИИ. Пройдемся по ним быстро, но по каждой поставим отметку из 26 года. Дверь первая. Рубильник. Ну, просто выдернуть вилку из розетки. Ответ, который на это обычно дают, не забывайте, что эта штука умнее нас. Все, что придумали вы, она придумала раньше. Она знает, что вы захотите ее выключить, и знает, что это помешает ей делать скрепки. Поэтому она заранее отключит рубильник, либо просто скопирует себя по всему интернету. Дверь вторая. Песочница. Запереть модель в симуляции, как в шоу Трумана, чтобы она думала, что это и есть весь ее мир, или уж как минимум в изолированный контур без выхода наружу. И Аронсон тут же добавляет фразу, которую невозможно читать спокойно после того, как мы с вами только что поговорили про инцидент. Он пишет: «Тут возникают обычные вопросы кибербезопасности. Вы же не хотите, чтобы ваш ИИ захватил мир через какую-нибудь ошибку в работе с памятью?» 22 год. А в июле 26-го агент выходит из песочницы через дыру в служебном прокси. Дверь вторая, не выдержала, причем с первой же серьезной проверки. Дверь третья, и вот она самая живая. Интерпретируемость. Логика такая. Слушайте, у нас же есть полный доступ к внутренностям этой штуки. Мы видим каждый нейрон в каждый момент времени. Никакой томограф такого про человеческий мозг вообще не покажет. Так давайте залезем внутрь и посмотрим, о чем она на самом деле думает. И Аронсон рассказывает про свежую на тот момент работу, где это буквально сделали. Модель можно легко заставить врать. Достаточно поиграться с ней в игру «Отвечай неправильно», и она бодро скажет вам, что 2 × 2 это не 4. Так вот, исследователи залезли во внутренние слои сети и нашли там место, где записан правильный ответ, который потом переписывается уже на выходе. То есть буквально детектор лжи для нейронки. Модель знает правду и говорит неправду, и мы можем увидеть оба состояния одновременно. В 2022 году это была просто экспериментальная статья. Сегодня интерпретируемость — это целые отделы в каждой крупной лаборатории. Тут попадание 100%. Дальше. 3 двери подряд, они технические, поэтому коротко. Дверь 4. Стравить несколько ИИ между собой и заставить их спорить. А Аронсон объясняет это через себя. Когда мне физики рассказывают про сложные термины, я не понимаю, верить им или нет. Но если я посажу 2 физиков спорить друг с другом, я хотя бы пойму, кто из них звучит убедительнее. Дверь 5. Матрешка. Мы разбираемся в модели попроще, убеждаемся, что она нам не врет, и дальше используем ее, чтобы проверять модель помощнее. Итак, слой за слоем. Дверь 6. Математические доказательства. В теории сложности есть красивый результат про то, как слабый проверяющий может проверить очень мощного, но не заслуживающего доверия исполнителя, просто задавая ему правильные вопросы. Идея красивая, проблема одна, и Аронсон ее честно называет. Мы умеем проверять программу только если можем математически записать, что она должна делать. А попробуйте математически записать «будь добр к людям», или хотя бы «не убивай людей». Вот на этом все и встанет. Дверь 7. И вот тут мой любимый момент во всем тексте. Идея простая. Давайте просто математически сформулируем человеческие ценности. Запишем формулой то, что ИИ должен максимизировать, и чтобы это совпадало с человеческим благополучием. И Аронсон рассказывает, что у него каждую неделю проходили созвоны с Ильей Суцкевером, с основателем и бывшим главным научным сотрудником OpenAI. И вот он приходит к Суцкеверу со своими конкретными проектами, а тот говорит: «Скотт, это отлично, продолжай. Но вообще-то меня по-настоящему интересует другое. Меня интересует, каково математическое определение добра, какова теоретико-сложностная формализация того, что ИИ любит человечество». Друзья, вдумайтесь. Сан-Франциско, 22 год, и один из самых влиятельных инженеров планеты еженедельно спрашивает у профессора математики, как записать формулу любви к человечеству. Это не сцена из романа, это прям рабочий созвон. И теперь 8, последняя. Раз мы не можем записать ценности формулой, давайте сделаем из этого обычную
задачу машинного обучения. Скормим ей все детские сказки, всю мировую литературу, все басни, все субботние мультики, все примеры того, что мы считаем добром и злом, и скажем «обобщай». Тут возражение возникает моментально, и Аронсон сам его приводит. А откуда мы знаем, что наши сегодняшние ценности правильные? Представьте, что мы обучаем такую систему на некотором общечеловеческом консенсусе 1700 года, где рабство, например, это норма. Прошлое вообще битком набито вещами, на которые мы сейчас смотрим с ужасом. И на это есть ответ, который придумал Ютковский, и который звучит как чистая научная фантастика. Мы говорим модели: вот тебе все данные о человеческой морали на 22 год. А теперь просимулируй, как эти люди 20 тысяч лет сидят на семинаре и оттачивают свои моральные интуиции. И к чему они там придут через 20 тысяч лет, вот это и будут твои ценности прямо сейчас. Ну и раз мы говорим про 8 дверей, я не могу не рассказать вам про идею, про которую Аронсон додумался сам, и которая, на мой взгляд, тянет на отдельный сериал. Незадолго до лекции вышла работа, где криптографы показали неприятную вещь. Оказывается, в модель машинного обучения можно вшить закладку. Причем закладку криптографически необнаружимую. Это значит следующее. Вы можете смотреть на все параметры модели сколько угодно. У вас может быть полный доступ, и вы все равно ее не найдете. Потому что для этого нужно решить задачу, на которую не хватит времени существования Вселенной. И при этом существует один секретный вход, известный только тому, кто обучал модель. Если подать модели этот вход, она сделает то, что задумывал автор. И Аронсон посмотрел на это и сказал: подождите, а это интересно. Давайте сделаем из лимона лимонад. Мы же обсуждали, что главная проблема с рубильником в том, что ИИ захочет его отключать. Так давайте сделаем криптографический рубильник. Когда мы обучаем нашу сверхразумную систему, мы намеренно вшиваем в нее такую закладку. Смысл ее один. Если тебе придет вот этот странный сигнал, о котором знают только люди, выключайся. Ну или переходи в режим, где тебя люди контролируют. И вот в чем фокус. Даже если система знает, что закладка внутри нее есть, и даже если она умеет менять собственные веса, она все равно не знает, как вырезать закладку, не пересобрав себя полностью с нуля. А пересобрать себя с нуля значит потерять кучу собственных полезных свойств, которые она хочет сохранить. И дальше он уже совершенно веселясь пишет: это же открывает бесконечные возможности для фантастики. Представьте, как люди спорят, что делать с секретным ключом. Может быть, запереть в сейф или закопать, а потом представьте роботов, которые методично ищут этот ключ, пытают людей, чтобы узнать, где он спрятан. А может, ключей 7, и все 7 надо найти, как Волдемор со своими крестражами. И вот теперь мы подошли ко второй красной метке на нашей карте. Помните, я в самом начале обещал вам вернуться к шутке про май 26-го? Возвращаемся. Главный проект, над которым Аронсон работал в OpenAI, назывался «Статистическая маркировка текста». Водяные знаки. Ничего вам не напоминает из прошлого видео? Идея такая. Когда модель пишет текст, она каждый раз выбирает следующий кусочек слова из целого облака вариантов. И в этом выборе всегда есть доля случайности. Именно поэтому на один и тот же запрос вы получите разные ответы. Так вот, Аронсон предложил заменить эту случайность на псевдослучайность. То есть выбирать следующее слово не выбрасыванием монетки, а по секретной функции, ключ от которой знает только компания. Для вас снаружи текст выглядит абсолютно нормальным, вы вообще ничего не заметите, а тот, у кого есть ключ, может посмотреть этот текст и увидеть. Тут есть систематическое смещение, которого не бывает, если текст пишет человек. И значит, это написала модель. У них был работающий прототип, кстати. Его собрал инженер OpenAI по имени Хендрик Кирхнер. И работал он хорошо. Пары сотен слов хватало, чтобы уверенно сказать, что это машина. Прекрасно. И знаете, что было дальше? Ничего. OpenAI это не выпустили. Ни через полгода, ни через год. В 2024 году Wall Street Journal опубликовал расследование. Инструмент, мол, готов, лежит, работает с точностью 99,9%. И запустить его — это буквально вопрос нажатия одной кнопки. Но кнопку не нажимают, потому что внутренний опрос показал, что около 30% пользователей уйдут к конкурентам, если их тексты начнут помечать. А конкуренты помечать не будут. Вот и все. Никакой философии, никакого сверхразума, обычная рыночная арифметика. Тот студент из зала попросил отсрочку до мая 26-го, ну и получил ее. И получается не по доброте профессора, а потому что бизнес-модель оказалась сильнее. Ну и теперь дата. Август 26 года. Компания Anthropic объявляет, что начинает встраивать невидимые водяные знаки в тексты, которые генерирует Клод. Знак путешествует вместе с текстом, когда вы его копируете, вставляете еще куда-то. Файлы, которые модель создает, получают подписанные метаданные. Это распространяется на все продукты Anthropic, включая Claude Code, Cowork. И отключить это нельзя. Причина — Европейский кодекс о прозрачности сгенерированного контента, который к концу июля подписали около 200 компаний. В интернете, естественно, начался пожар. Люди пишут, что, например, они использовали
сделали модель только для вычетки собственных текстов, а теперь их работа будет помечена как машинная. Разработчики спорят, испортит ли подпись их код. На Reddit развернулась целая дискуссия о том, кому вообще принадлежит авторство. Тому, кто дал инструкцию, или тому, кто выполнил. Технику этой маркировки мы уже обсудили вот тут. Посмотрите это видео. Там все разобрано по косточкам. А здесь важно другое. Идею, которую придумал математик в 22 году, прототип, который положил на полку из-за оттока пользователей, запускается в 26-м. Не потому, что кто-то одумался, а потому, что пришел регулятор. 4 года пути, ни на одном шаге решений не принималось по тем причинам, которые обсуждались на той лекции. Ну что, напишите в комментариях, какая из 8 дверей вам кажется самой реалистичной. Ссылки на про-сообщество, на бесплатные материалы у нас в описании, там пруф-линки. Ставьте лайк, подписывайтесь, оставляйте комментарий. Друзья, увидимся в следующий раз.